Смотри, Анфис, сейчас мне выпадет орел, и я буду богатым. Вертолеты, отели, машины, яхты. Все мое. Размечтался. Я вообще смотрела программу, и я знаю, что может выпасть решка. А значит, премиальная карта MasterCard моя, и все ее возможности мне. Да-да, Антош, красиво тратить я умею. Так что давай, подбрасывай монетку и полетели. Да это не решка, это орлица какая-то. Всем привет! Это «Орел и Решка. Чудеса света». И наконец-то мы приехали на самое что ни на есть настоящее чудо света, проверенное тысячелетиями. Египетские пирамиды – это единственное из 7 древнейших чудес света, которое сохранилось и по сей день. Вот это удивительно, что пирамиды за свои 5000 лет сохранились лучше, чем Атфиста за свои 25. Парадокс. Антош, а ты хочешь как сфинкс быть с отбитым носом? Ой, облицовочка-то посыпалась, матушка. Уже посыпалась. Все. Давай прекратим беспредел. Не доходить до гробниц, погребений, давай. Орел. Орешка! Поехали! Поехали! Жарь! Наконец-то! Наконец-то! Понял? Все, безлимитка моя! Все, иди отдыхай! Всю жизнь в Шарм-эль-Шейхе в 3-звездниках отдыхала. Отдай рюкзак, да, отдак, рюкзак, египетская конечно, с сила. удовольствием, Встретимся давай. у Осириса, ты Давай. первый. Все, я богатая, ура, ура! Египетские пирамиды – величайшее архитектурное творение. Это гигантские каменные усыпальницы фараонов, окутанные множеством тайн. Они стоят уже более 4000 лет. Кажется, в мире нет ничего более вечного, чем египетские пирамиды. Чем удивит нас единственное из сохранившихся 7 древних чудес света. Добрый день! В этот уикенд мне понадобится мощнейший внедорожник, который доставит меня к чуду света даже по самой ухабистой дюне. В этом мне поможет водитель Мустафа. А еще мне нужен личный советник по вопросам пирамид. Египтолог Ширин. Ну что, Мустафа, let's go. Инфараон Витраст. $100 превращается в 1560 египетских фунтов, а все благодаря банковским терминалам в аэропорту. Так, с финансовой пирамидой разобрался. Теперь нужно понять, как добраться до настоящей. Наши люди обычно летают в Египет вместе с турами, где все включено. И трансфер из аэропорта тоже включен. Интересно, как передвигаться по Египту своим ходом? Я свой. Да, автобусная остановка тут пока на уровне идеи, поэтому автобусы нужно в прямом смысле ловить. Excuse me, Тариф, центр. تحرير؟ Yeah. لا تحرير لا خد 400 Ага, 4 так бы сразу и сказал. Тариф, центр. Нет. Так, я уже устал ждать автобус. Хатабыч, how much to the center? فين؟ Центр, Тхарир. تحرير؟ Тахрир. اوكي How much? 100 100. Так, это $8. Ну, в принципе, немного, но не так уж я и устал ждать автобус. Нет, just a second. Тахрир? No? Да что ж такое-то? Центр города тут не очень популярное направление. Второй заход.
80. За 5 баксов готов. Just a second, just a second. Фу, если не собьют. Тахрир. Так. Третий заход к деду. За 70, 4,5 бакса. Поехали, let's go. Да, Каир, конечно, производит впечатление крайне шумного города. Такой балаган и муравейник. Ну, не мудрено. Тут живет 22 миллиона человек. И это самый огромный город на африканском континенте. Он грязноватый, обшарпанный, шаромированный, немного неказистый, кишащий. И не могу сказать, что прям приятный, но интересный, потому что крайне пестрый. Вот какие-то неказистые дома, они все какие-то нелепые, потому что очень много всего напихано. Столица Египта – это 1000 одинаковых кварталов с одинаковыми улочками. Да, смотрится это все довольно аляписто и несуразно, потому что все так нагромождено и непонятная мне, в общем, архитектура, какие-то дома новые, какие-то прям красивые древние с колоннами, какие-то новостройки, что-то обшарпанное. Получается какая-то серо-бурмалиновая каша. Каир какой-то неуютный, некомфортный для жизни город. Пыль, жара и суматоха. Крайне мало деревьев и очень много построек, жесткий трафик, все бибикают, орут. Коротко о местном трафике. Мне кажется, правило египетского джентльмена – оббибикать тебя с ног до головы, подрезать и обогнать. И вот ты в стране всего несколько минут, а уже весь оббибиканный и обогнанный. Это печалит. Шукран. Шукран. Так. Шукран, ты смотри, не обманул. Все, буду поздравлять в WhatsApp с Днем Ангела. Thank you. Не-не-не, я все отдал на такси. Лучший способ увидеть Каир во всем его великолепии – это прийти на остров Гизира и подняться на смотровую каирской телевышки. От площади Тахрир 20 минут неспешным шагом. Я обожаю забираться на места повыше. Это единственная возможность для меня посмотреть на людей сверху вниз. А это, между прочим, самая высокая башня в Египте и во всей Северной Африке, даже выше пирамиды Хеопса. Надеюсь, оттуда открывается шикарный вид на Каир, а может даже и пирамиды. Вход на смотровую обойдется в $13. Очень странное ощущение. Вроде отсюда видишь, что это гигантский мегаполис, в котором проживает больше 20 миллионов человек. Но с другой стороны, вот сейчас особенно явно с высоты понимаешь, что он какой-то не очень уютный, что ли. Зелень вот только тут, подо мной, на острове, а вот там в центре ни единого деревца. В этой пыльной песчаной дымке вдали видны очертания пирамид. Каких-то 15 километров разделяют меня и чудо света. Кстати, лайфхак. Если вы приехали в Каир и по каким-то причинам не поехали к пирамидам, ну вот такой вы человек. Они неплохо видны отсюда. Вон там, да, не с лучшего ракурса и далековато. Но кто же виноват, что вы жадюга? Я же планирую рассмотреть чудо света вблизи. Для этого нужно отправиться в пригород Каира, в Гизу. Ой, как тут уютно. А где пирамиды? Pyramids?
There. And how much? How much for? 10. Okay, and long? على طول. خش. Okay. قول له كده. Hello. О, это вот те самые знаменитые египетские пирамиды. Это самое, что ни на есть настоящее чудо света. Пирамиды стоят еще со времен Древнего Египта, 4500 лет. Их вам покажет Антон. Я же отправляюсь к самой древней и самой первой пирамиде, о которой мало кто знает. Но именно она и положила начало великой гонки фараонов. У кого больше пирамиды? Чтобы увидеть самую древнюю пирамиду, нужно ехать в сторону поселка Саккара. Я думаю, что это за гроздья такие? А это, оказывается, финиковые пальмы. Местные рвут финики и продают тем, кто рискнул притормозить и приоткрыть окошко. Can I try? Сначала... Господи, сколько их. Сколько стоит? Сколько стоит? Так, давайте я попробую. Давай, все забираю, да? Давай, сюда. Как вкусно. И это тоже. Давай сюда тоже. Целую, обнимаю. Ребят, ну уже все скупила. Ну все уже скупила, ну сколько можно. Pyramids. Определитесь. Thank you. Ну все, метров 300 отделяет меня от чуда света, и его невозможно не заметить, потому что верхушки пирамид возвышаются тут над всеми зданиями. Не потеряюсь. Да, это, конечно, не основной, не самый красивый вход, но зато тебя сразу встречает Welcome Sphinx и все 3 пирамиды как на ладони. Помчали к чуду. Классная была идея бежать в плюс 37. Так, остановитесь, если вы побежали за бутиком. Быстро. Легендарная пирамида Хеопса, пирамида Хефрена, пирамида Микерина и Сфинкс. Все наши тут. Египетские пирамиды – самое известное и загадочное рукотворное чудо света. Это усыпальницы египетских фараонов. В отличие от нас сегодняшних, фараоны не боялись смерти, они даже ее ждали. Древние египтяне верили, что, отправившись в мир иной, они приобщатся к богам. В древние времена египетские правители мерились размерами своих гробниц. Каждый хотел отгрохать побольше. Переплюнул всех фараон Хеопс. Его пирамида самая большая в мире. Я стою на фоне единственно сохранившегося древнейшего чуда света. Как по мне, исторический момент, но лично для меня. Издали кажется, что пирамида сложена из небольших кирпичиков. Когда оказываешься у ее подножия, видно, что это гигантские блоки размером с человеческий рост. Точно неизвестно, как все это строили, как поднимали эти неподъемные камни, как 4,5 тысячелетия назад удалось отгрохать такую гору. Ее высота 140 метров. Это как 3 16-этажных дома.
До 1880 года пирамида Хеопса была самой высокой постройкой в мире. 2 миллиона блоков, площадь в 10 футбольных полей, а ее вес оценивают примерно в 5 миллионов тонн. А ты все еще переживаешь, что не похудела к лету? Фараона хранили в комнате прямо под вершиной пирамиды. Внизу сооружались ложные коридоры и разные ловушки. Лабиринты должны были защитить гробницу и сокровища фараона от воров. Но запутанные туннели не помогли. Предположительно, золото вывезли римляне. А куда исчезло тело самого фараона Хеопса – загадка для египтологов. Великие египетские пирамиды, словно магнит, ежегодно притягивают почти 15 миллионов туристов. Для них предлагаются развлечения на любой вкус. Покататься на верблюде, на лошади и улучшенный вариант – проехаться на повозке. Аллея соблазна. Thank you very much. Прошел по рынку, все деньги при мне, а в руках ни одного сувенира. Не пытайтесь повторить это в реальной жизни. Трюк выполнен профессионалами. Я в это место хотел попасть уже 3 года, так что вам придется просмотреть весь мой фотоальбом «Египет 2021». Все стереотипные фотографии, какие можно тут сделать. Поехали, губы уточкой. Вы понимаете, что это одна из самых фотографируемых достопримечательностей на нашей планете? Кто такой сфинкс, ученые окончательно не определились. Считается, будто бы эта фигура с телом льва охраняет покой погребенных фараонов. А вот недавно покой фараонов охраняют еще и вот такие таблички. No climbing. Что в переводе на язык наших туристов? Не, ну, Наташ, давай попробуем, пока никто не видит. А нет, с 2019 года карабкаться на пирамиды запрещено. 100 тысяч египетских фунтов штрафа и от месяца тюрьмы. А все потому, что кто-то снимал здесь на верхушке видео 18+. А это тревожит сон фараона. Вот, проснулся. В стороне от избитых туристических маршрутов находится древнейшая египетская пирамида. За $100 можно взять индивидуальный тур с египтологом. У меня будет личный египтолог. Hi, how are you? Very good, thank you. Даже египтологиня. Can we go near Yes. to the pyramid? Yeah, can you come with me? Вау! Ну какова стоит красота! Чудо света, ребята! So it's the first pyramid in This is Egypt. the first floor. Первая пирамида построена в Египте. Ей 4500 лет. Эта пирамида возвышается над землей на 60 метров. Но это только то, что мы видим. Огромная часть пирамиды находится под землей. То есть 2/3 пирамиды находятся на поверхности, а 1/3 под землей. Именно там, в глубине, и находится гробница фараона Джосера. Подойдемте посмотрим. Да, давайте поближе. Да что мы издалека тут? Давайте пойдем посмотрим. Наконец-то я иду к пирамиде. Ну вот я добралась до пирамиды, я ее уже трогаю. Ух, мощно. Чувствую ее энергию. Такая она серьезная. В отличие от самых известных пирамид, которые облеплены туристами, здесь ты можешь побыть один на один с вечностью. Чтобы ощутить всю магию пирамиды, стоит спуститься к самой гробнице фараона. Туда ведет сеть узких тоннелей. Надо ощутить этот момент. Значит, я сейчас, роднуль, сейчас, секунду. Я сейчас нахожусь
можно сказать, в момент перехода в подземный мир. Заканчиваются камни и начинаются неотесанные какие-то породы. Мне плохо становится, реально. Ну, типа, у меня начинается вот эта вот турбулентность. Я это серьезно говорю, мне не очень. Блин. Мне становится очень страшно здесь, потому что я вот уже головой достаю до потолка, стены сужаются, воздуха мало, и ужасное ощущение того, что тебя сдавливает и сдавливает и сдавливает. У меня начинается клаустрофобия. Я сейчас стою и осознаю, что надо мной возвышается такая махина, пирамида, которая просто меня раздавит вот так вот. И как бы понятно, я доверяю египтянам, которые это все строили. И, возможно, все будет хорошо. Но вот именно это ощущение страха и риска, оно меня не покидает. Чудо же. Оп. Вообще это все очень красиво, но стрёмно. По легенде, всех, кто тревожит покой фараона, настигает проклятие. Когда в 1922 году экспедиция английских ученых рассекретила могилу Тутанхамона, все ее участники вскоре скончались. Это потом уже поняли, что в гробницах за тысячелетия завелись плесень, грибок, которые могли подорвать здоровье ученых. А тогда, в 20-е, люди были страшно напуганы и верили, что проклятие работает. Офигеть! Я вышла в открытый колодец, над которым начинает нависать пирамида. Вот мы и очутились возле гробницы фараона Джосера. Но его тела, как и драгоценности, давным-давно нет. Они пропали еще в древности. Обалдеть, как же это все... Вообще, я не понимаю, как они все это строили. 4500 лет назад, не знаю, никаких технологий, не было еще никаких классных каких-то навороченных материалов. Как им удалось возвести вот это все, и оно не обваливается? Вот у нас строят, ну что, строят там, да, все такое модное, все такое клевое, технологичное, все обшарпывается. А здесь? Вот это монолит, конечно, да. После всех этих блужданий по гробнице немного не по себе. Хочется как-то отвлечься от мрачных мыслей. Этот старичок уже 50 лет за деньги катает туристов на осликах. Это ослик? А, сюда? А у меня не скинет? А, here, точно. Залезать же слева направо. Okay. Оп. Okay, wait. Yeah. О май гад! Класс! На ослах я еще не каталась. Только на лошадях. Добрый день. За 5-минутную прогулку на осле Абдель берет с туристов недорого, от $0 до $30. Как договоритесь? Хорошо! Хорошо. Очень хорошо. Хорошо. Мне дед понравился. Оставила ему $50. Так, роднуль, я сама. Подожди, я понимаю, что это твоя Хабиби, я сейчас сама слезу. Наверное, деду я тоже понравилась. О, Yeah, give me a 5. Okay. Nice to meet you. Okay, thank you. Habibi. После посещения Великих пирамид туристу стоит осмотреть еще и районы рядом с ними. Отходишь каких-то 500 метров от усыпальниц фараонов и видишь полное запустение. Удивительный парадокс. Вот тут рядом руку протяни, самое что ни на есть чудо чудное и диво дивное. Но посмотрите, как выглядят районы вокруг. В
Впрочем, так выглядят практически все кварталы египетских городов. Грустно становится от того, что как можно было так упасть великой египетской цивилизации, которая когда-то смогла создать величайшее чудо всех времен. Неподалеку от Великих пирамид есть не только трущобы, но и приличные места, где богатых туристов могут вкусно и сытно накормить. Я сейчас буду трапезничать с видом на закат, пирамиды и сфинкса. И богач в этом заведении может сделать особенный заказ. Я заказала коронное блюдо, которое по преданиям ели сами фараоны. По египетской традиции, прежде чем подать основное блюдо, приносят еще кучу закусок. Это рис? Или что это? Или это перловка? Но, честно, это не важно. Главное – форма. Вот оно, любимое лакомство фараонов. So, it's meat? Yes. Баранина. Не, это печень. Как пиджин? Печень, как? Печень. Это голубь. А вы едите голубей? Что у меня это... Оказывается, фараоны верили, что мясо голубя наделяет нечеловеческой силой. Ну, вот так вот, ребята, национальное блюдо в Египте. Голубь, встречайте. Приятно. Надеюсь, что действительно приятного. Я никогда голубей-то не ела. Экстравагантное блюдо под названием хамам-махши подают на мангале с горящими угольками. Это фаршированная рисом голубиная тушка, а в прикуску голубиные крылышки и ножки. И да, конечно же, это голубь, который выведен на какой-то домашней ферме. Это не вот те голубь, который летал, его поймали. Так что, надеюсь, он никакой не инфекционный. Все будет хорошо. Но это... Поехали. Мне это напоминает какую-то запеченную, копченую колбасу. Как будто бы взяли вот эту вот дубинку сервелата, напихали туда рис и все это дело запекли. Я как будто бы не могу никак почувствовать вкус голубиного мяса, потому что слишком много риса. Такое ощущение, что он везде. Сейчас я, ну-ка, в самое нутро полезу. Ну, посмотрите, здесь один рис. Ну что ж, это была затравочка. Потому что я перехожу прям к мясу. Какое оно неподатливое. Ну, по вкусу это баранина. Игорь, стопай, пожалуйста, я не могу это жрать. Это трэш. Чтобы вкусно поужинать, не обязательно выпендриваться и тратить кучу денег. В Египте так точно. Бюджетно поесть с видом на чудо света можно. В кафе Gravity Rooftop. Да, у меня всего $100, но могу я хотя бы вечером почувствовать себя не какой-то хургадой, а нормальным Шарм-эль-Шейхом. Я твой краш, хабиби. Так, что у нас на подносике? Жаркое, супец, рис с разными видами мяса, овощи и соусы. Шикарно. Смущает отсутствие вилки. А, нет, все есть. За $15 получаешь очень сытный ужин. Я уверен, что Анфиса сейчас ест какую-нибудь недобитую уличную тварь. А у меня несколько видов мяса. Правильные планы на вечер богача – это заказать светозвуковое шоу на пирамидах. Для всякого желающего, у кого завалялись в кармане лишние $900, шоу включат в любое удобное время.
Вот такая вот опция богача в Египте. И да, эта привилегия свойственна премьер-министрам, послам, ну и вот человеку с безлимиткой. Вау. Вот как выглядит красочное, искрометное, динамичное шоу по-египетски. Сначала подсвечивается одна пирамида, вторая, третья. Играет музыка, а томный голос рассказывает историю происхождения пирамид. Шоу продолжается целый час. Очень интересно. Ну а какое еще представление могло быть на гробницах? Реально как на кладбище. Я же захотела посмотреть это лазерное шоу и заказала себе его вот так вот. Тем самым помогла и остальным. Может быть, люди увидят его тоже с улицы. Они могут это сделать. В особенности Антошка. Вдруг он где-то тут рядом гуляет и... Наслаждайся, мой дорогой. Не благодари. Ну, не цирк дю солей. Для такого чуда света световое шоу, если честно, слабовато. Вернусь сюда через 5000 лет, проверю, что изменилось. Египет – одна из немногих стран, где можно найти жилье на любой кошелек. Поселиться рядом с пирамидами можно в хорошем номере за $470. А можно в нормальном номере за $20. Сравним, есть ли смысл переплачивать. В моем распоряжении однокомнатный номер с весьма классической начинкой. Большая кровать, телевизор и картины на стенах. Да, неплохой диван, но, честно говоря, за такие деньги я ожидала какого-то более вычурного и яркого шика. Но я думаю, что весь шик заключается в том, что... Вот видите, стоит девочка в панамочке. И смотрит она на что? На пирамиды. Поэтому давайте посмотрим, что у меня все-таки за окном. Вот же она, египетская сила, прямо с моего балкона видна во всей своей красе. Обалдеть. Возможно, египетские фараоны не так представляли себе роскошь. Ну, как бы 21 век на дворе. Если и шиковать, то только так, с премиальной картой MasterCard. Тем более у современных фараонов свои плюшки. Бесконтактная оплата, удобные и быстрые в любой точке мира. Вот это я называю чудо. Доброе утро. Решил приобщиться к местной культуре. Ну, какая-никакая мумификация. Спасибо, уборщице. И, судя по солнцу, пора восставать. Традиционный египетский завтрак – это шакшука – омлет на подушке из томатов и сладкого перца, 2 вида фалафеля, по-нашему нутовые котлеты, и салат из помидоров, сыра фета и оливкового масла. Люблю помидоры. И пирамиду теперь тоже люблю. Когда я еще вот так вот позавтракаю, вот, рядом со сфинксом, рядом с пирамидой Хеопса. Великолепно. Расплачусь. Thank you. Во второй день в поисках развлечений я вернулся в Каир. О, hi. Hi, man. What is it? Кальян на квасе? It's to drink?
Если у нас на каждом шагу кофейня, где можно выпить чашечку бодрящего напитка, в Каире просто так на улицах из самодельных египетских самоваров парни разливают чаи. And how much? How much? This is cost like 5 and 10 Egyptian pound. Ой, хорошо. Хорошо, что одноразовыми пользуешься. Окей? Wanna try? Yeah, I will try. Yes, no worries. Thank you. Enjoy, man. No worries. Thank you. Это холодный чай из шиповника и каркаде. То, что нужно в эту адскую жару. А можно твою кальяшку попробовать? Thank you. Работаете в условиях жесткой конкуренции, парни. Ой, это совсем что-то другое. Пахнет тряпкой. Это лакрица. Они тут пьют лакрицу. Мне не очень нравится, правда, но я объясню, почему пью. Потому что говорят, что упоминание лакрицы было даже в египетских папирусах. Мало того, в гробнице Тутанхамона ее нашли. Но это пока что единственное, что объединяет меня с Тутанхамоном. Каир беден на развлечения. Местные богачи коротают время либо на шопинге, либо гоняя на джипах в пустыне. Я рванула в Сахару приобщаться к экстремальным забавам. Еще одна привилегированная услуга для богатого туриста – это экстремальное катание по дюнам. А экстрим я люблю. Где я могу расплатиться? Thank you. Так, вау, песок стал засыпаться что-то. О, погнали! Преодоление дюн не главное. Главное – максимально разогнаться и удовлетворить свою жажду скорости. Но все же это больше мужская тема. Мне вообще не страшно, я скорее любуюсь красотой пустыни. Здесь очень крутые виды. Оп. Ну что же, мы это сделали. Сказать, что это экстрим, я не могу, потому что мне не было вообще страшно. Скорее было медитативно и красиво. И опция покатушек по Сахаре, она скорее для того, чтобы рассмотреть ее красоту и просторы. Поэтому, если вы любитель посозерцать, обязательно возьмите себе такую опцию когда-нибудь. Но экстрима не было. Любопытный турист в Каире может отправиться в одно весьма необычное место. Немного позитивчика вам в ленту. Я в городе мертвых. Это древнее мусульманское кладбище, но несмотря на это, здесь живет больше 500 000 людей. И в этом весь Каир. Город мертвых – это 6-километровая система гробниц и мавзолеев. Между прочим, вот это произведение искусства – это гробница Мухаммеда Али. Но не вот этого, а одного из наместников Египта. Идя по городу мертвых, не ощущаешь себя как на кладбище. Здесь весьма оживленно, а постройки не очень напоминают могилы. На этом кладбище веками хранили по традициям фараонов. Рядом с захоронением возводили вот такие домики с садиками. Как раз своим размером и приличным видом склепы и начали привлекать нищих. На
на первый взгляд, на этом кладбище ничуть не хуже, чем в обычном египетском квартале. Есть свой строительный магазин, электричество и даже вода. To drink water. Cool. Is it free? Like, yeah. Представляете, в этом месте вырастают целые поколения. Здесь обитают те, кому не по карману жилье среди живых. О! Какой уместный цвет для этого места. Hello? It's your house? It's fun. House? It's fun. Can I go inside just to... It's okay? Пойдем. Вы здесь живете? Мне 42 года. Я здесь родилась и выросла. Здесь же родились 3 моих детей. Этот склеп я арендую. Плачу 200 египетских фунтов в месяц. У меня просто в голове не укладывается. Люди платят деньги на кладбище, чтобы в нем жить. Инверсия жизни. Этот склеп выглядит лучше, чем некоторые трущобы Каира. Возможно, поэтому люди не сильно торопятся отсюда уезжать. Финальный пункт моего путешествия в этот уикенд находится в 150 километрах от Каира, посреди песков Сахары. Ого, вода в Сахаре. It's water in the desert. It's called the Magic Lake. Magic Lake. Why it's here? Nobody knows. Nobody knows? Вот это действительно мистика. Ну да, это такой оксюморон, когда появляется вода в пустыне. Откуда она здесь взялась? Может быть, это дожди или... Maybe because of rain? No. Are you It's a sure? desert. Красивое место. Скалы, вода, деревца в пустыне. Какая-то жизнь в пустыне, оазис в пустыне, ребята. Обалденно красиво. И людей вообще нет, даже не вижу никаких построек. По легенде, раньше на месте этого озера был океан, и там даже водились киты. А теперь оно именуется как магическое. Ну и правда магическое. Потому что этот цвет среди пустыни выглядит как что-то такое инородное, инопланетное. О, Coffee? thank you very much. Ну здорово так посидеть с кофейком и созерцать такие виды. Сюда обязательно стоит приехать. А чтобы у вас был дополнительный стимул, оставляю здесь вот это. Магическая бутылка рядом с магическим озером в скале. А там, как вы понимаете, 100 баксов, которые могут превратиться в ваши чудеса. Опа! За бутылкой от «Орла и решки» отправляйтесь в пустыню Сахара в сторону города Эль-Фаюм. В 50 километрах от него, возле магического озера в скале, и спрятаны $100. Прикол, Тесна. В Египте чувствуешь себя счастливым дважды.
Когда ждешь встречи с пирамидами, О, это вот те самые знаменитые египетские пирамиды. и когда уезжаешь. Да, Каир, конечно, производит впечатление крайне шумного города, такой балаган и муравейник. Каир не то место, где хочется задержаться. Среди его шумных, пыльных улиц не очень уютно и со $100 и с безлимитной картой. Ой, как тут уютно. А где пирамиды? Но все же встреча с египетскими пирамидами – это, несомненно, прикосновение к вечности. Как по мне, исторический момент. Но лично для меня. Это таинственное мистическое приключение, в которое, безусловно, стоит отправиться. Вы понимаете, что это одна из самых фотографируемых достопримечательностей на нашей планете? Ну какова стоит красота? Они тут пьют лакрицу. Этот цвет среди пустыни выглядит как что-то такое инородное, инопланетное. У меня просто в голове не укладывается. Люди платят деньги на кладбище, чтобы в нем жить. Инверсия жизни. Укачивает. Антон Ибн Саид Ахмед Мухаммед Тутанхамон Арнет. Я хочу сказать тебе, Хабиби. Благодарю. Ну как? Как? Ну, Антош, начнем с Каира. Он, конечно, утомляет своей движухой, суетой и шумом. Но вот эта безмятежность пустыни, вот это величие пирамид, это все уравновешивает. Поэтому я в балансе, я в ресурсе, я в моменте. Философия. Ты как? Я тебе так скажу, я 2 дня ходил и думал, ну как? 5000 лет назад люди строили такие невероятные конструкции без всего. Да. А мне 1,5 года не могут доделать однушку. Ну ладно. Я пытаюсь через это шоу решить свои проблемы. Друзья, увидимся на следующем «Чуде света». Раз жилья пока нет, едем дальше. Антоша, я спала в одной кровати с Месси. А, так это он из-за тебя из клуба ушел? Подожди, тихо, не для всех звук висит. Мы в огромный казан идем с тобой. В чан.